Дорогие друзья, всем доброй ночи. Этот обряд я хочу подарить практикующим, мастерам, людям, которые уже не первый год в ремесле. Дело в том, что важная для нас составляющая нашей работы – это помочь людям жить в достатке. В достатке в мире, в человеческих условиях. И мастера в основном акцент делают именно на помощь в делах, в бизнесе, в открытии дорог. Потому как мы понимаем, что мир материальный, и очень-очень многое зависит от материальных благ, от обеспечения людей. Когда у человека нет средств для того, чтобы прокормить свою семью, когда у человека разваливается дело всей его жизни, то ему не до театров, не до искусства, не до обогащения духовного, сами понимаете. В основном, то есть люди обращаются по нескольким аспектам. Первое – это… Итак, первый аспект – любовная магия, поскольку нам всем нужна любовь и нужна семья. Какие бы мы ни были сильные личности, излечив душевные раны, мы потом хотим вновь найти свою половинку в этой жизни. Поэтому это нормально. Однако, как правило, практики говорят, что в любовной магии лучше дать волю, скажем так, силам мироздания. Попросить у судьбы и подождать. Пусть судьба сама приведет того человека, которого хочет привести. Потому что если вынудить эти силы, если идти против воли человека, то придет не тот человек, который подарит счастье. Поэтому, как правило, ведьмы против приворотов и прочего. Хотя есть те, которые берутся и делают, реально делают, и не просто, не потому что это ходовой товар, а действительно они умеют и делают. Но в основном ведьмы больше любят убирать препятствия, очищать с человека всякую эту грязь и открыть дороги судьбы, излечить, исцелить и так далее. Потому что эти работы, они видны сразу. И эти работы более важные, чем любовные страдания. Потому как мы понимаем, что чувства иногда бывают обманчивые, иногда человек безумно любящий может создать семью, да, с тем объектом своей любви и понять, что это совершенно не тот человек, который нужен был для жизни. Потому мы всегда говорим: отпустите ситуацию, отдайте силам судьбы, попросите, да, вторую половинку у сил судьбы и отпустите эту ситуацию. Судьба сама приведет, а судьба плохого не приведет, если ты просишь. В основном аспект – это спасительная магия, то есть магия для исцеления, для спасения. Наказание есть, но хочу вам сказать, что 1 или 3%, ладно, нашей работы направлены на наказание. Основное количество наших работ и трудов направлено на созидание, помощь. Наказывая человека, нужно очень хорошо просмотреть, что там происходит. Потому что один может жаловаться на другого. Это не обозначает, что тот, кто жалуется, прав. Очень может быть, что человек хочет подлость совершить вашими руками. И потому ведьмы не всегда идут на такой шаг. Это должно быть просто явное, знаете, преступление, чтобы она взялась за это и действительно сделала. Итак, денежная магия. Я хочу подарить практикам очень действенный, очень хороший ритуал. Он основан на древней традиции. То есть традиция вот этого ритуала взята из древности, но добавлена и
То есть добавлен туда заговор мой и призыв. Призыв демонов, которые держат в руках все мировое богатство. Вот всю энергию денег, денежный эгрегор мироздания держат в руках вот эти демоны. Демоны, которых мы призовем, 6 демонов, они ведут человека к богатству, если он обращается. Но людям самим к этим демонам обращаться нельзя. Я дарю ритуал очень сильный для обычных людей в том числе, но есть ограничения. Когда это демонические силы, это уже темные дебри магии, и человеку обычному лезть нельзя. С этими силами может работать только человек практикующий и тот опытный. Смотрите. Демон Ами. Их называют 6 казначеев мирового богатства. Ами показывает дорогу к деньгам, к спрятанным кладам, а также лучше всего, куда можно вложить свои деньги, каким образом можно подняться и какую именно дорогу денежную, финансовую лучше выбрать. Демон Бун помогает приобрести великое богатство, укрепляет династию. Бун – это восточное понятие, означает гнездо. То есть демон – укрепление гнезда, рода, но богатого рода. Валак – любитель драгоценностей, дарит драгоценности, деньги. И отовсюду это случайные, это неожиданные дары в виде драгоценностей, денег и прочее. Форас ведет человеку к богатству и дарит человеку внезапное богатство из ниоткуда. Элигос привлекает в жизнь нужных людей, с помощью которых человек может подняться. То есть нужные связи, нужные люди и нужные идеи. И Мамонна, великий казначей богатых чертогов, повелитель успеха, повелитель денег. Вот они властвуют над всеми денежными энергиями. Будь это банки, казино, большой бизнес, какие-то офшорные там счета и все прочее, прочее. То есть это демоны, которые держат в руках всю финансовую систему мироздания. Что нужно практику для того, чтобы эти демоны начали помогать человеку, который обратился, который хочет просто внезапно вырваться вперед? Первое условие. Нельзя делать этот ритуал для людей слабых. Этот ритуал нужно делать для лидеров. Для людей слабых оно не так будет действовать, во-первых, и вообще не стоит. Вот вы видите, что человек стремится, вот огромная конкуренция, просто вставляют палки в колеса, мешают, но человеку нужно вырваться вперед. Как помочь человеку вырваться вперед? Провести этот ритуал для него. У человека есть идеи замечательные, но этими идеями пользуются и в конце концов обманывают человека. То есть, знаете, так, пользуется его талантом, а он не может на этом таланте подняться. Вот такому человеку. То есть провести ритуал не каким-нибудь девкам, которые день и ночь в кафе ошиваются в надежде там урвать какого-нибудь дурачка богатого, как им кажется, и вот получить все деньги сразу. Нет, это для людей, которые стремятся, идут, и вы помогаете им, даете им успех. Старт. В их жизнь сразу будут выливаться нужные люди, нужные деньги, нужные идеи, и они вырвутся вперед.
Что нужно для этого? Во-первых, проводят это на растущую луну или на полнолуние. То есть растущая луна и до полнолуния можно провести, и в полнолуние в том числе. Дальше. 13 черных восковых свечей. Взять пыль с перекрестка, где люди ходят. Вечером, сумерки, оставить там 13 монет. Пшено. Волосы человека, для которого вы проводите. Если человек придет, вы можете провести при нем это. Срезать прядь волос и, значит, перемешать пепел сожженных волос вместе с этим всем, что я сейчас вам объясню. Если человек находится далеко, обязательно нужен предмет-посредник. Обязательно нужна привязка. Фотографии не подходит, ничего не подходит, только волосы. Если человек лысый, пускай и отправляет волосы со своей бороды, не знаю. Волосы вам должны отправить. Если далеко живет, значит по почте. Человек отправляет вам свои волосы, прядь волос. Вы собираете пыль с перекрестка, оставляйте 13 монет, откупаетесь. Берете пшено, не ячмень, не что-то, именно пшено. Значит, нужна такая чаша темного цвета, без всяких там рисунков и прочее, прочее. Пшено, пыль с перекрестка. Сжигаете волосы человека, перемешиваете с этим всем. 00 до 03 ночи. Вот с 12 до 3 ночи. Любой день при растущей луне или полнолуние. Далее, когда вы это проведете, начитывать это нужно 13 раз. После чего вот эту смесь, значит, переворачиваете в черную материю. Нужно привязать, не касаясь этого всего, что внутри. И отдаете человеку или отправляете по почте. Человек должен вот это все, значит, посыпать во всех углах своего дома, в карманы своих там курток, шуб, все, что у него висит, ну, по чуть-чуть везде стараться. И все. И после того, как он все это сделает, посыпет и прочее, он должен купить петуха любого цвета, неважно, не торгуясь, и этого петуха отпустить в чистое поле или в лес, там, где никто не живет, и сказать, что это жертва, это откуп. Берите откуп, и да сбудется то, что мне данная ведьма, имя этой ведьмы, кто провел, или ведьмака, неважно, то, что этот человек для меня провел. Да сбудется и да будет принята жертва. Отпускают этого петуха. Все. После этого у человека пойдет очень сильный финансовый поток. И, может быть, очень долго пойдет. Но, по крайней мере, столько пойдет, что это ему поможет просто вырваться вперед и совершить все, что он хотел в жизни, не получалось. Я вам дарю уникальный, очень сильный ритуал, который мне не раз помогало у людей открывать эти финансовые потоки. Суды решаются в их пользу. Значит, если конфискация имущества останавливается, фирмы начинают работать и прочее. Но если все сделать правильно, это и вам, и благодарность, и как бы оплата вашего труда. Но и представьте, и вам и слава за вашу, скажем так, за ваше удачное колдовство. Возьмите, проведите. Это несложный ритуал. Просто это темный ритуал, но по сути там много всякого чего, каких-то редких вещей не нужно. Нужно все делать правильно на растущую луну или на полнолуние, взяв пыль с перекрестка, откупившись 13 монетами, 13 черных свечей, петух, который должен купить заказчик, да, не торгуясь, волосы этого человека, ночью
00 до 03 ночи начитать, сжечь волосы, перемешать с пшеном и пылью от перекрестка, после чего отдаете это в черной материи этому человеку или отправляете по почте. Он берет, сыпет во всех углах своего дома, без слов, без ничего. Значит, в свои карманы вещей, которые висят, по чуть-чуть сыпет. И после чего отпускает петуха, говоря о том, значит, примите жертву. И да сбудется то, что для меня сделала ведьма такая-то. И уходит без оглядки. Значит, черные свечи, которые вы зажигаете, это ведьмам относится. Черные свечи, вы знаете, стандартным откупом относите на перекресток, оставляйте с 13 монетами, говорите, уплочено. Это ваше, вы должны от этого избавиться и отдать. Остальное должен делать человек, который к вам обращается. Я не люблю слово клиент. Клиент звучит неправильно. У нас нет клиентов. У нас есть люди, которые к нам обращаются. Люди. Пациент, хотите сказать. Люди. В общем, человек, который к вам обращается за помощью. Вот все те, которые хотят, у которых есть такие заказы, такие там просьбы людей для открытия финансов и привлечения больших денег, сделайте этот ритуал, и вы увидите сами, что произойдет. К вам будет идти потом поток людей. Желательно, чтобы, то есть те люди, которые придут к вам, не понимали, не знали, что вы делаете. Вот они пускай сядут рядом на алтарь, что вы будете делать, шептать, читать и так далее. Не объясняйте им ничего. Они не должны что-то знать и не имеют на это права вообще спрашивать. Главная их цель, чтобы то, что вы делаете, получилось. То есть я к чему говорю, что когда у вас спросят, а как вы это сделали, это секрет. Вот это не надо распространяться. Я не ищу славы, я хочу, чтобы у вас было удачное колдовство. Я хочу, чтобы люди, которые занимаются магией, реально занимаются, а не вот эти вот шаромышки, там непонятно откуда, с какими-то фантазиями о черных драконах, летающих и так далее. Потому что практикующие люди, они очень практичны. Они знают, что магия – это наука. Это точная наука. Нужно знать, с каким демоном как работать, и тогда все получится. А эти все мечтатели, там какие-то духов видят, не знаю, летающих этих демонов. Это все фигня, это все ни о чем. Обучающих и так далее. Все, слово обучение услышали, все, там нечего ловить. Потому что ведьмам, во-первых, некогда обучать, они не будут обучать своему ремеслу всех подряд. И у них столько дел и работ. Обычно вот эти обучения и так далее, это просто так, скажем так, зарабатывание денег. Итак, вот обучение. Вот я вас обучаю. И делаю это совершенно бесплатно, делясь с вами своим опытом. Пожалуйста, вот. У меня нету ни курсов, у меня нету ни специальных там не знаю чего. Я вам дарю и, значит, обучаю и обычных людей, и практикующих. Правда ведь? Я же не зря говорю, что все ценное дарится даром. Итак, всю процедуру я вам объяснила. Теперь 00:03 ночи при растущей луне. Другое время не делайте, не получится. При растущей луне или полнолунии. Пусть подождут. Это полмесяца ждать, ничего страшного. Подготовиться, все такое, и начнете. Итак, заговор следующий. Я, ваше имя, призываю 6 великих казначеев тьмы. Ами, покажи дорогу к спрятанным богатствам. Если вы для другого человека, естественно, говорите, покажи ему, там, не знаю, Васе, Пете, Ване дорогу. Бун, покажи мне приобрести помоги мне приобрести великое богатство. Валак, подари мне драгоценности и деньги. Форас, подари мне, что я желаю получить. Элигос, привлеки в мою жизнь нужных людей. Мамонна, венчай сей обряд венцом успеха. О казначеи тьмы,
Ваши чертоги ломятся от злата и серебра. Монеты звенят, пир стоит горой. Богатство мира льется рекой. Пируют демоны без беды и нужды. Царствуют они над всеми деньгами мировыми. Мировое богатство держат в руках. И дарят тому, кому пожелают. И кто им по нраву, того возвышают. На царство венчают. Прошу за себя, дайте удачу, богатство в придачу. Я богата, я богата, я богаче очень многих. Заклято. Если проводите для человека, конечно, говорите, он богат, он богат, он богаче очень многих. Заклято. Еще раз. Я призываю 6 великих казначеев тьмы. Ами, покажи дорогу к спрятанным богатствам. Бун, помоги мне приобрести великое богатство. Валак, подари мне драгоценности и деньги. Форас, подари мне, что я желаю получить. Элигос, привлеки в мою жизнь нужных людей. Мамонна, венчай сей обряд венцом успеха. О казначей тьмы, ваши чертоги ломятся от злата и серебра. Монеты звенят, пир стоит горой. Богатство мира льется рекой. Пируют демоны без бед и нужды. Царствуют они над всеми деньгами мировыми. Мировое богатство держат в руках. И дарят тому, кому пожелают. И кто им по нраву, того возвышают. На царство венчают. Прошу за себя. Дайте удачу, богатство в придачу. Я богата, я богата, я богаче очень многих. Заклято. Все остальное я вам объяснила. Проведите этот ритуал и для себя, и для людей, которые к вам обращаются. И вы увидите, как о вас будут говорить очень многие люди. Я буду рада, если практикующие люди будут добиваться успеха. Это только меня возвышает, и мне это очень приятно и по сердцу. Потому что если уж люди занимаются магией, пусть они занимаются реальной магией. И высоко держат звание ведьм и колдунов. Не мелочатся. Не становятся в один ряд со всякими, не буду их называть. Удачи вам и тем людям, которым вы помогаете.